У сердца свои доводы, которых разум не знает. Блэс Паскаль. Тот, кто идет за знанием, каждый день прибавляет. Тот, кто идет путем, каждый день отбрасывает. Лао Цзы. Ум становится тупым под тяжестью знания. Джиду Кришнамурти. Йога есть мастерство в действии. Бхагавад-гита. Герцог Хуань сидит наверху в зале, читает книгу. Внизу во дворе плотник Бянь обтесывает колесо. В какой-то момент плотник откладывает свой молоток и резец, смотрит на герцога и спрашивает: «Осмелюсь узнать, герцог, а что вы читаете?» Герцог отвечает: «Слова мудрецов». «А эти мудрецы живы?» «Нет, они давно мертвы». «Значит, вы читаете только осадок, оставшийся от древних?» Герцог вспыхивает яростью, гневом. Как смеет какой-то плотник, колесник судить о том, что я читаю? Он требует от него объяснений, иначе обещает его казнить. Колесник отвечает: «Я могу говорить только о своем ремесле. Когда я обтесываю колесо, если я веду резец слишком мягко, он скользит. Если слишком жестко, он вязнет в древесине. Когда движение верное, рука сама находит меру, и сердце мое это чувствует. Но я не могу объяснить этого словами. Я не могу даже передать это собственному сыну, и мой сын не может принять от меня это знание. Поэтому мне уже 70, и я все еще сам обтесываю свои колеса». Древние умерли вместе с тем, что не смогли передать словами. А то, что осталось в книгах, это лишь осадок. Эта притча написана очень давно, 2500 лет назад или больше в Китае, Чуанзы. Тогда мастер предупреждал: слова мудрецов – это осадок. За это время мы нарастили объем этого осадка, осадочных пород, миллионы раз. Написаны миллионы книг, созданы курсы, тренинги, подкасты и видео, мои в том числе. И ни разу мы не задавались вопросом: а что, если это все бесполезно? Что, если весь этот пласт, огромный пласт знаний, даже способен нам помешать? Это неожиданный вопрос. Но у меня есть сотня примеров людей, с которыми я поработал за последний год, даже 200. Среди них и директора, и предприниматели, и врачи, и военные, и программисты, и домохозяйки. Есть даже 9-классник. Возраст от 15 до 60, география от России до Бразилии. Все истории разные, ни одной похожей друг на друга. Но есть вопрос, который я задаю каждому. Оцените, насколько быстро реализуются ваши идеи и желания. И эта оценка обычно невысокая. В среднем 4 из 10. Почти половина ставит себе от 1 до 3. И тогда я начинаю спрашивать, изучать, а что блокирует эту реализацию идей. И формулировки у совершенно разных людей с разными судьбами начинают совпадать. Самое частое то, что я слышу: я все понимаю, но ничего с этим не делаю. Не могу поделать. Или у меня много идей, много планов, я знаю, что делать, но все равно не делаю. Или я чувствую, как будто я обесточен, как будто я отключен, нет энергии у меня и сил. Или же наоборот, я чувствую в себе внутри огромную силу и просто не понимаю, как ее применить. Не могу ее применить. А кто-то пишет, что уговаривает себя на все действия. И даже школьник написал: у меня ощущение, будто я сам откуда-то из глубины себя блокирую любые положительные перемены в своей жизни. Сколько бы я ни пытался менять свое мышление, все равно возвращаюсь к старым установкам. 15-летний пишет то же самое, что 50-летний с красным дипломом и 20 годами пройденного пути, в том числе терапии. Разница только в длине списка того, что каждый из них еще попробовал. Или вот мужчина, 36, работает мастером на час. Он может собрать мебель, починить проводку, делать руками. Руками умеет все. А когда нужно решить какой-то рабочий вопрос, легко входит в разговор с кем угодно. Нету блоков. Но подойти познакомиться на улице – ступор. Выйти на сцену и спеть – ступор. И даже найти снова свое дело, от которого внутри пойдет энергия – тоже ступор.
И он говорит, мне тяжело от того, что я чего-то хочу, но у меня нет никакой внутренней воли пойти, взять и сделать это. И в его анкете на вопрос, что вам мешает, стоит одно, даже не слово, а буква «Я». И многие в какой-то момент признают, что мешает что-то внутри них самих. Знаний у каждого из этих людей достаточно, больше, чем достаточно. Именно эти знания их и держат на месте. Плотник сказал герцогу, правильные усилия я чувствую рукой и сердцем. И мой род не способен это передать. И сотни моих примеров говорят ровно о том же. Чего не хватает, человек даже не может это назвать. Но прежде чем разбираться, чего же не хватает, нужно понять одну вещь. Откуда вообще берутся прорывные решения? Те, которые реально меняют, все меняют в нашей жизни. Откуда они берутся? Вспомните, когда вам последний раз пришла по-настоящему сильная мысль. Идея, которая потом на что-то повлияла, что-то в вас изменила, откликнулась, даже заставила вас удивиться, где вы в этот момент находились. Скорее всего, где-то даже в душе или гуляли, или за рулем ехали, или это было перед сном. Когда ваш ум уже отпустил все, и вы просто иногда смотрели в одну точку или закрыли глаза. И вряд ли о чем-то особенном думали. И это уже закономерность. Наш мозг так устроен, что лучшие связи между разными наборами информации, которые мы знаем, выводы, инсайты, идеи, он производит, когда мы перестаем их искать. В китайской школе буддизма, это чань-буддизм, есть строка, которой больше 1000 лет. Чем больше вы говорите и думаете об этом, тем дальше вы уходите от истины. Остановите разговоры и мышление, и понимание станет вам доступным. А исследования последних лет это напрямую подтверждают, ученые подтверждают. Инсайты, прорывные идеи, их количество рождается больше в расслабленном состоянии, нежели когда мы что-то напряженно анализируем. То есть вы буквально становитесь умнее, когда перестаете стараться быть умным и расслабляетесь. Но это, конечно, можно все обесценить. Списать на бытовые мелочи, подумаешь, меня в душе осенило, показалось. А вот история, где тот же самый принцип сработал в масштабе, от которого не просто так отделаться. Начало 20 века. Происходит борьба, гонка за управляемый полет, за первый полет самолета. И с одной стороны, Сэмюэл Лэнгли, ученый, у него мировое имя. На то время он уже физик, астроном. Правительство выделяет ему по нынешним меркам около $1,5 миллиона. У него целая команда инженеров, мастерские, плавучая база, катапульты для запуска. И он делает все по науке. Делает расчеты, делает чертежи и модели. И решает эту задачу полета так, как решал бы любой ученый. Больше мощности, лучше расчеты, уточнение расчетов. И все надежнее и надежнее каждая следующая конструкция. А с другой стороны, в этой же гонке участвуют два брата. Известная фамилия Райт. У них просто велосипедная мастерская. Они давно делают и продают велосипеды. И у них нет даже высшего образования и, конечно, финансирования. И они находят $1000 от продажи велосипедов. И из возможностей и ресурсов у них есть только их руки и мастерская, в которой они эти велосипеды делали. 7 октября 1903 года Лэнгли запускает свой аппарат с катапульты. Его машина, как потом напишет один из журналистов, просто взяла и соскользнула в воду. 8 декабря уже вторая попытка. Задняя часть крыла ломается еще при старте, и аппарат снова ныряет в ледяную воду. А всего через 9 дней один из братьев Райт, Орвилл Райт, поднимается в воздух и проводит в полете первые 12 секунд, пролетев 36 метров. И в тот же день они совершают еще несколько пробных полетов, последний из которых длится уже почти минуту. С одной стороны, ученый, у которого $1,5 миллиона, большая команда, и его самолет дважды падает в реку. С другой, мастера, которые делают велосипеды, которые полетели всего за $1000. Почему так произошло? Потому что Лэнгли и братья Райт решали разные задачи. Лэнгли решал задачу мощности, как поднять машину в воздух, как сделать так, чтобы она вообще взлетела. А братья Райт решали задачу управления полетом, как еще удержать при этом машину в воздухе. И в этом им помогло практическое знание того, как устроен велосипед, что делает велосипед устойчивым. Ведь он падает, если стоит на месте, а держится только когда едет. И только потому, что человек, который едет на нем, постоянно ловит баланс.
И братья Райт 20 лет этому посвятили, тому, как этот баланс создать, удержать. И они понимали важность, насколько важно это равновесие, неустойчивое равновесие. И они переносят этот принцип на свой же самолет. Машина в воздухе тоже неустойчива, и ей тоже нужно постоянное управление, а не некая статичная стабильность. И они даже строят собственную аэродинамическую трубу, не знаю, было тогда название еще тогда, в своей велосипедной мастерской в подручных материалах. И проектируют пропеллеры с нуля, потому что про это не было никакой литературы и книг. А их механик собирает двигатель за 6 недель после того, как все производители отвечают ему, что это невозможно сделать. Их знание было в их руках, даже не в голове, а в руках, в тех ошибках, в том опыте, в той практике, в том, что они делали. Как плотник Бянь, который чувствовал меру нажима резца рукой. Братья Райт чувствовали баланс машины своим телом. И также есть пример Фарадея, благодаря которому, кстати, каждый день, каждый раз, когда нажимаем выключатель, видим, как загорается свет. Это один из величайших физиков, но он работал подмастерьем у переплетчика и прочитал статью об электричестве вообще в энциклопедии, которую переплетал случайно. И он на тот момент не был математиком, высшей математикой он плохо владел. Но у него было чутье. Он просто взял провод, магнит, железное кольцо, батарею и гальванометр. И стал замыкать цепь, наблюдать, как стрелка дергается, размыкать, она снова дергается. И он двигал магнит внутрь катушки, появлялся ток. Оставлял магнит в покое, все исчезало. И так экспериментально, своими руками, он открыл главный принцип, на котором держится наша электрическая цивилизация. Ток рождается там, где меняется магнитное поле. Можно сказать, что это все были гении-самородки, исключение из правил. Какое это отношение ко мне имеет? Да прямое. Этот механизм я постоянно вижу на практике с обычными людьми в самых обычных жизненных ситуациях. Например, женщина, финансовый консультант, раньше работала в большой четверке, 4 года провела в медитациях, в ретритах, бесконечный поток разной информации про саморазвитие, 4 года осознанных усилий и 0 продвижения, по ее словам. А она хотела решить один вопрос – семью и ребенка. И 4 года была уверена, что она боится близости. Анализировала, разбирала, копала. А на одном ретрите, когда она однажды просто мыла полы, просто тряпкой брала и мыла, она ни с кем не разговаривала. И вдруг увидела, что она не идет в отношения осознанно, из глубокого нежелания передать своим будущим детям те программы, те страхи, которые она внутри себя носила. И то, что 4 года для нее выглядело как проблема, не получается, оказалось, что она заботится о своих будущих детях, которых даже еще нет. И на сессии с ней мы нашли, что в теле ее было несколько механизмов. Когда мы это убрали, она прямо сказала, я как будто родила это. Прям чувствовала напряжение, сейчас максимально вытолкнула его из себя. И дальше мы разбирали, как она себя предавала, например. И она заплакала и сказала, что я поверила, что своим родителям, что я недостаточно хороша. Кто-то ей внушил, она это приняла. И с тех пор из этого ощущения строила свою жизнь. И когда все это ушло, вопрос про отношения перестал для нее даже быть вопросом. Или еще другой человек, пример был. Трейдер. 11 лет он изучает рынок, хотя у него параллельно бизнес свой, которым он не хочет заниматься. Занимается аналитикой, бэктестами, статистику изучает, риск-менеджмент. И получает впервые реальный счет на несколько сотен тысяч долларов. И раз и начинает совершать ошибки, которые даже новички не делают. Пропускает очевидные сигналы, которые сам бы забраковал. И потом удивляется, как я так мог сделать, если я знаю, как правильно, если я 11 лет этому учился. Каждая сделка его показывает, что есть более глубокий слой, который мы разобрали на сессии, там сидело одно. Я не хочу взрослеть. Его внутренний ребенок, когда начинается серьезная жизнь, свобода, большие деньги, новый уровень ответственности, для него это угроза. 11 лет он изучал знания, а решение внутри принимал этот перепуганный мальчик. Разные ситуации, у меня десятки примеров, могу много и долго рассказывать. Разный масштаб, но один и тот же механизм. Когда голова замолкает, мысли останавливаются, и даже уходит это «я все понял, я все знаю». Включается что-то совсем другое, то, что находится и живет глубже знаний. Даже прямо сейчас, пока я писал сценарий для этого видео, я прям написал, как я заметил, как мои руки сами печатают текст на клавиатуре, сами двигаются. Я краем глаза это замечаю, как буквы складываются в слова, и я не продумываю фразы. Я позволяю тексту просто проходить откуда-то из сознания через клавиатуру на экран. И многие из вас, возможно, замечали,
это в своей жизни. То же самое, что лучшие решения в жизни приходят моменты, когда мы отключались, отпускали вообще все, даже были вот в отпуске. В моей практике прорыв – это обязательно необходимая часть сессии. И это всегда момент, когда человек перестает цепляться даже за любое знание и понимание и начинает ощущать что-то за пределами ума и анализа. И первое, с чего мы обычно начинаем, это закрываем глаза. Просто для того, чтобы уменьшить количество входящей информации для ума и дать себе почувствовать что-то иное. И первое, что мы делаем, с чего мы начинаем? С того, что закрываем глаза. Для того, чтобы уменьшить поток входящей информации для ума и дать себе почувствовать что-то другое, что-то иное. Японский дзен-мастер Санору Судзуки сказал: в уме начинающего много возможностей, а в уме эксперта их мало. Но еще гораздо точнее и правильнее сказал Кришнамурти: ум становится тупым под тяжестью знания. А теперь важный вопрос. Если лучшие и самые прорывные решения приходят, когда голова свободна, что происходит, когда она забита и переполнена информацией и знаниями? Вот еще один пример из практики. Инженер, айтишник, вырос в компании, вырос до старшего аналитика. И говорит: я понимаю, куда идти, понимаю, какими средствами возможности даже подворачиваются. А толку из этого нет. И вот как устроена его ловушка. Ему приходит идея, он ее видит, понимает, ясно даже видит. Потом она попадает к нему в голову. Там начинается прокрутка, запускается процесс объяснений, уточнений, взвешивания. Через какое-то время энергия пропадает. Потом она возвращается, эта идея, и он думает: да, я же уже это помнил, мне приходила эта идея. А что делает он с идеями, которые приходят? И он отвечает мне: да, я их забываю. Знакомая история? И вот здесь есть тонкость, которую стоит прям выделить. Хорошая формулировка ощущается как ясность. Вы красиво описываете свою проблему. Вы точно ее раскладываете, понимаете, описываете так, что знаете, что происходит. Может быть, даже записываете это. И на секунду возникает ощущение, что что-то изменилось, сдвиг произошел. Хотя внутри никакого движения, никакого изменения даже не начиналось. Так описание подменяет действие. Так иллюзия изменений подменяет реальные изменения. И чем человек умнее, тем изящнее происходит эта подмена. Подумайте, чему нас учили первые 20, иногда 30 лет жизни. Нам давали шаблон, мы его запоминали, повторяли, затем демонстрировали, что мы его выучили, получали за это оценку, потом следующий шаблон. И так год за годом в школе, потом в университете, потом на курсах и тренингах, на разных там подготовках, MBA. Нас отлично учили прикладывать готовое, опробованное экспертами, утвержденное ими решение к задаче и сравнивать, какое решение подойдет, а какое нет. Но решать задачу, придумывать и находить это решение, особенно для той, для которой нет готового решения и не может быть, когда, особенно сейчас, когда все старые шаблоны перестают работать, а в нашей коробочке ничего подходящего не лежит, нас не учили. И вот проверка. Попробуйте прямо сейчас представить себе унитаз. И попробуйте прямо сейчас объяснить, как он работает. Вы же это понимаете? Там есть детали: поплавок, клапан, сифон, система смыва. Попробуйте объяснить и даже остановить, поставить видео на паузу. Попробуйте записать, прям объяснить, что куда идет, почему вода останавливается. Сделайте такой эксперимент. Такой эксперимент провели с умными студентами Ельского университета, один из топовых. Они думали, что понимают устройство самых простых вещей. Их просили оценить свое понимание от 1 до 7. А потом просили объяснить. И после попытки объяснить оценка резко падала. Мы часто путаем знакомство с понятиями, с пониманием. Если вы сейчас честно попробовали описать работу унитаза, вы это, скорее всего, открыли и почувствовали. Когда я преподавал в высшей школе экономики, нашей главной задачей было научить людей выходить за рамки того, что они уже знают. И особенно это нужно при запуске нового продукта. И один из участников, очень опытный, кстати, с дипломом MBA, с каким-то хорошим послужным списком, защищал свой проект. И показывал юнит-экономику в том числе. У него все очень хорошо сходилось, пока я его не спросил: а почему у него конверсия 20%? И он уверенно начал объяснять, доказывать это, все логично. Хотя любой, кто имеет отношение, хоть какое-то отношение к практике в электронной коммерции, знает, что обычно конверсия около процента, максимум 3-5.
Но его знание и необходимость найти подтверждение этому знанию создали для него искусственную ситуацию, в которой он придумал факт и убедительно доказал себе то, чего на самом деле нет. И он очень поверил в свою цифру, на которой все и держалось. И сам шаблон того, что ему нужно проект сделать, защитить его и доказать, потребовал, чтобы его модель сошлась. И голова дальше послушно подогнала данные под факты. Есть эксперимент, который показывает этот механизм с очень пугающей даже точностью. Шахматным мастерам показывали позицию, в которой было несколько решений. Одно знакомое и хорошо известное, а второе менее привычное, но объективно лучшее, более сильное. А затем камера отслеживала движение глаз. И вот что выяснилось. Даже когда мастер был уверен, что ищет наилучший ход, его глаза возвращались к знакомому решению, привычному. Снова и снова это делали. Он думал, что совершает поиск, но его внимание показывало, что нет, он уже заложник старого шаблона. И международные мастера в этом эксперименте начинали играть как любители. Тот опыт, который они нарабатывали десятилетиями, в тот момент притягивал их к старому привычному решению. И самое тяжелое, человек субъективно ищет. Он честно смотрит на доску, но у него нет выбора, по сути. А теперь одна деталь, которая меняет всю картину. В другом эксперименте с похожей ловушкой людям несколько раз давали задачи, которые решались довольно сложной формулой. И они к этому привыкли. А потом дали задачу, где решение было очень простым и элементарным. И большинство продолжило сложным путем идти. Хотя простой ответ прямо перед носом лежал. И когда участникам говорили 3 слова «не будьте такими слепыми», половина мгновенно видела простое решение. Выходила из этого паттерна, из шаблона. Одна фраза ломала эту колею, в которой они находились. Иногда то, что вас пробуждает, это не новое знание. Это какое-то точное слово, которое попало туда, куда нужно, в правильный момент. И я очень рассчитываю, что в этом видео вы такое слово услышите. Еще советский психолог Дмитрий Унадзе показал, что установка живет даже глубже нашего внимания. В его экспериментах человеку несколько раз давали в руки 2 шара разного размера, а потом давали 2 одинаковых. И рука продолжала чувствовать разницу. Понимание говорит, что это же одинаковые по размеру шары, а рука говорит, они разные. И в реальной жизни побеждает ощущение. И вот почему часто ко мне приходят люди, я вижу людей, которые годами медитируют. На практике у них тишина и покой, даже глубокое спокойствие. А по дороге на работу все рассеивается. Хаос в мыслях возвращается еще до того, как они садятся за свой стол. И один такой, например, 22 года провел в духовных практиках от терапии до каббалы и ритуальной магии, чем он только не занимался. Контакт с собой стандартный 10 из 100. Медитация ему давала понимание, даже опыт тишины, но та установка, которая запускала в хаос его жизни в мыслях, была намного глубже. Она была записана в его теле. И пока она там находится, его новое состояние удерживается ровно столько, сколько занимает его первое столкновение с реальностью. Поэтому часто новая мысль нам мало что дает. Как в примере с айтишником-инженером. У него был тупик на уровне установок в теле. И он думал, что он анализирует проблему, чтобы найти выход. А по факту его анализ давал ему ощущение даже контроля и безопасности. То, что его удерживало на месте. И на сессии он это ощутил, как содержимое его головы как будто распласталось по поверхности. Такая тяжелая субстанция внутри черепа. Потом он почувствовал боль в горле. И почувствовал, что это забирает у него возможность даже выражать и проявлять себя. Возможность сказать себе и выйти на уровень дальше. А взамен возникало ощущение нормальности. Не высовывайся. Опять же, из детства, из прошлого. Даже умный человек может спрятать решение в разумных объяснениях. Пока ты рассуждаешь, все кажется понятным и безопасным. И когда мы все эти механизмы разобрали и убрали, странное произошло. Человек засмеялся. Просто засмеялся без какой-либо причины. Его тело расслабилось, и голова перестала прокручивать мысль. Он даже написал потом, что состояние ясности, оказывается, для меня сопровождается смехом. Когда я увидел процесс со стороны, понимаешь, насколько смешно выглядит вся эта надуманная серьезность. А ответ на свой запрос он даже через ноги почувствовал.
почувствовал свой путь и направление движения. И контакт вырос с 4 из 100 в начале до 89 в конце сессии. Еще советские инженеры дали этому хорошее название. Был такой Генрих Альтшулер, создатель ТРИС, помню, у меня такая книжка была. Он называл это психологической инерцией. Инженер, когда смотрит на задачу, первым делом он приносит туда свой опыт. Мы тоже так делаем. Опыт кажется тебе преимуществом, но в изобретательской задаче он становится препятствием, грузом. Чем больше ты знаешь, тем уже коридор возможностей, по которому ты ищешь. Знание помогает, когда служит продвижению, но тянет назад, когда заранее определяет, куда ты можешь посмотреть, а куда нет. И если с идеями и решениями мы немного разобрались, знание перехватывает внимание, тянет тебя к старому, создает ощущение, что ты знаешь, что есть ясность, пока ты анализируешь и продолжаешь ходить по кругу. Но хотя бы действовать, оно же помогает, ведь любой разумный человек скажет: подождите, знание же работает. Есть, например, хирург, который учится 8 лет и спасает при этом жизни. Или инженер, который рассчитывает конструкцию моста, нагрузку, и он стоит. Или даже программист пишет код и приложение, которым мы пользуемся, и это тоже работает. Конечно же, знание работает, но только после одного важного превращения. Из простой информации в навык, в умение. Из библиотеки, которую мы собираем в мастерскую. Например, хирург может рассказать про операцию и может сделать операцию. Это будет два совершенно разных знания, и они буквально живут в разных частях мозга. В разных частях мозга. И опытные хирурги, кстати, говорят, что как делать операцию, знают все, это просто этому научить. Но настоящий опыт – это сотни, даже тысячи вариантов, а что делать, если что-то на практике пойдет не так. Или музыкант тоже знает ноты, но музыка появляется не от того, что он их перебирает, а где-то на кончиках пальцев. Или руководитель знает, что такое делегирование, он слышал про делегирование, он делегирует, но реально начинает у него получаться, что, кстати, редкость. Потому и когда он умеет передать то, что через знание, через инструкцию описанное, обычно невозможно передать. И знает это на опыте и на практике. Он знает, что только через опыт проб и ошибок и через то, что он создает уверенность у того, кого он обучает, что у того получится, можно что-то делегировать. До этого магического превращения знания, оно как архив. Просто информация, просто полка с набором книг. А после этого превращения это становится мастерской, навыком, опытом, который уже живет в твоем теле, в руках, в ощущениях и даже в уверенности, которую ты привносишь и можешь испытывать и чувствовать и использовать. Проблема начинается, когда человек годами пополняет эту библиотеку, наполняет ее новыми знаниями, новыми томами, даже покупает курсы и тренинги, а потом их не открывает. Кто из вас так делал? Меня всегда спрашивали, кстати, в той же вышке: а раздатку пришлете? Я говорю: пришлю. Но мы ставили эксперимент, поставили метку в PDF-файл и знаем, что почти 99% никогда его не откроют. Проблема начинается, когда мы пытаемся годами по инерции пополнять эту библиотеку и ждем, что мастерская сама от этого заработает. И начнет что-то производить от того, что здание библиотеки расширилось. Есть интересный случай в истории нейронауки, который объясняет, как весь этот механизм работает и который на самом деле его открыл. Одному пациенту в 1953 году удалили часть мозга, чтобы остановить прогрессирующую эпилепсию. И после операции он потерял способность запоминать что-либо новое. У Нолана, кстати, первый фильм про это. Каждое утро для него было как будто заново. Каждый как новый день. И каждого врача он встречал заново, как первый раз незнакомого человека. И вот что сделали добрые врачи. Они ему дали карандаш и поставили перед зеркалом. И попросили вести линию по контуру звезды. Задание не то чтобы сложное, но попробуйте его сделать. Ведь в зеркале все наоборот, и рука идет влево, а линия уходит вправо. И мозг начинает тоже от этого плавиться. И в первый день у него линия очень неровно идет. Рука сбивается, а на второй день он, будучи уверенным, что видит и делает это упражнение первый раз в жизни, искренне, берет карандаш, а линия становится ровнее. Через день она становится еще ровнее. Через неделю его рука, хотя он думает, что все еще первый раз решает эту задачу, первый раз ему точно так же и объясняют, что делать, он рисует линию ровно. Рука уже знает путь, который его сознание давно забыло. Его голова не помнит,
а рука научилась. И ей не нужны знания, чтобы это делать. Почему? Потому что знание фактов хранится в одних структурах мозга, как потом установили ученые. А умение делать, моторные навыки, привычки тела хранятся в совершенно других. И загружая в себя информацию, разные книги, видео, курсы и тренинги, в одну часть мозга мы ничего не загружаем и не делаем со второй. Ноль. Когда я нашел этот пример с этим пациентом, с тем, как он рисовал эту звезду, я сразу вспомнил десятки случаев из своей практики. Люди, которые перечитали, прошли терапию отношений, но никак это не позволило им выстроить отношения. Даже отношения с самим собой. Даже себя полюбить. Или много лет, десятки лет посвятили медитации, но так и не могли сохранить спокойствие в обычной жизни или остановить даже поток мыслей. Их знание попало в отдел библиотеки. А поведение и способность действовать, получать опыт и добиваться результатов находится в мастерской. И эта мастерская даже не в курсе, что вы там что-то читали. Помните человека, у которого 22 года было практик, которого я упоминал? Психология, терапия, телесные практики, ритуальная магия, алтари, кристаллы, что там только не было. 22 года. Список длиннее, чем у большинства людей за всю жизнь. А когда на сессии я попросил его задать вопрос к себе изнутри, в ответ была просто тишина. Сплошное незнание. Его высшее сознание, даже интуиция, молчала. Как будто линия связи была оборвана. Контакт с собой 10 из 100, огромная библиотека знаний, пустая мастерская. И в жизни от этого проблемы. Это как я раньше спрашивал владельцев бизнесов, а есть у вас CRM-система? Все отвечали, да, есть. А потом я догадался и стал спрашивать, а как они ей пользуются? Оказалось, никак. Максимум там сохраняли список заявок или заказов. Система установлена, деньги заплачены, галочка поставлена, а работает все по-старому. Важно, что любой навык проходит 3 состояния. Вспомните, как вы учились чему-то. Сначала кажется все понятно. Вы узнаете правила, алгоритм или способ и думаете, что знаете. Кажется, что все могу. Потом пробуете и понимаете, что совершаете ошибки. Есть даже такой период, самый трудный, когда ничего не получается. Но вы находите, исправляете эти ошибки, учитесь по-другому использовать эти знания и применять. И потом делаете уже это почти без размышления. Хирург, например, находится на 3-м уровне. Хороший шахматист тоже на 3-м уровне. Это называется неосознанная компетенция. Когда у меня получается, я даже не могу рассказать, как я это делаю. Я об этом не задумываюсь. И даже хороший водитель, который одновременно, по-моему, отслеживает то ли 15, то ли 20 точек позиций на дороге в поле зрения, и при этом еще управляет автомобилем, он тоже на 3-м уровне находится. Переход с 1 на 2 и дальше возможен только через действия. Ошибки в результате этих действий и преодоление своих страхов, сомнений, чувства позора по поводу этих действий и ошибок. Нет другого пути. А теперь обратите внимание, чему вас учат разные курсы. От личностного роста и саморазвития, духовного развития до разных бизнес-тренингов. Вас всегда держат на 1-м уровне. Вы изучаете правила, знаете формы, ритуалы, разные исключения из правил. Знаете, как это связано с вашим детством, как это называется умными словами, как это связано с вашим телом, с денежными эгрегорами или финансовыми структурами, с отношениями. Все знаете. А элементарные движения так и не отработаны. Ошибки не сделаны. Обратная связь по поводу этих ошибок не получена и не стала вашим опытом. Потому что для перехода на 2-й уровень нужно действие и преодоление при этом естественного сопротивления этому действию, естественного страха. А действия нет. Есть еще один очень странный механизм для тех, кто уже начал чувствовать тонкости, но пытается как-то это назвать. Если вы опишете лицо человека словами, то ваша способность его узнать ухудшается. Почему так происходит? Что слова заслоняют и искажают знакомый вам образ. В жизни это хорошо очень видно. Самые мои тяжелые клиенты – это опытные психологи со стажем 20-30 лет. Обычно у них самый низкий контакт с собой и самая большая уверенность, что у них очень высокий. Они все знают, все изучили, все проанализировали, но застревают и тяжелее всего выбраться из этого замкнутого круга.
Точно так же тяжелее всего развивать карьеру или бизнес тем, у кого он давно развит, кто достиг уже некой вершины. Ведь нужно заняться чем-то новым, сойти с рельс того, что уже давно работает, к чему ты давно привык. И чем больше у тебя все уже сформировано, есть рутина повторяющаяся, тем дальше ты от ощущения, чего ты хочешь вообще. И это хорошо видно в компаниях, особенно видно. Как правило, все знают, что нужно делать, даже нанимают консультантов, проводят стратсессии, делают презентации на сотни слайдов. Я сам так делал. Формулируют стратегии, ценности, дорожные карты рисуют, операционные, тактические планы, стратегические. Через полгода снова встречаются, снова обсуждают те же самые проблемы, как правило, просто уже другими словами описанные, иногда в другом составе. И так рождается ощущение выполненной работы. В изучении, в выполнении библиотеки, ощущение движения без самого движения. Исследователи из Стэнфорда, Пфеффер и Саттон, целых 20 лет посвятили изучению этого механизма и даже назвали его ловушкой умных разговоров. Когда само обсуждение просто подменяет и заменяет действия. Когда вы поговорили, посовещались, и все это кажется правильным и верным, даже с самим собой. Все бы, казалось, разложили по полочкам, и ощущение, что работа-то сделана. У нас даже было такое название ППР. Пришли, если прилично сказать, пришли, поговорили, разошлись. Но ни одного шага к реальным действиям обычно за этим анализом не следует. И более того, все, что мы обсуждаем, скорее всего, находится в каких-то шаблонах и представлениях, которые мало относятся к решению проблемы и к знанию, в чем на самом деле эта проблема состоит. Особенно это относится к той проблеме, над которой вы думаете, которую вы ощущаете прямо сейчас. Вот над чем вы сейчас думаете, что вас больше всего волнует и беспокоит. Все, что вы про это знаете, все, что вы про это анализировали и думали, это обычно то, что мешает вам увидеть реальную причину и найти реальное решение этой проблемы. Потому что если бы вы знали и видели настоящую проблему, вы бы давно ее решили. Если сложить все вместе, то знание блокирует канал ясности, по которому приходят к нам настоящие идеи решения. Закрывает их от нас. Мы это разобрали в предыдущей части. И знание в то же время блокирует канал, по которому рождается действие. Это мы только что увидели. То есть естественный механизм, когда мы что-то почувствовали интуитивно и сразу же сделали, этим знанием, анализом блокируется. И у человека может быть огромная стопка различных объяснений и 0 действий. Огромный список желаний и 0 конкретных действий в сторону их реализации. Огромное количество разных занятий, занимающих время, и 0 прогресса в целом по жизни, 0 удовлетворенности. И он находит все лучшие и лучшие объяснения тому, почему жизнь так устроена, находит кого обвинить в этом, и все больше и больше застревает или в тупике, или в этом замкнутом круге, и думает, что ему не хватает, и нужно еще немного каких-то знаний. Еще одной книги, еще одного курса, еще одного видео или тренинга. За 200 с лишним сессий за этот год я увидел одну важную вещь. Люди приходят в разном возрасте, на разном этапе жизни, с разными запросами, из разных сфер, профессий. Но если выстроить все в ряд, видна динамика, прогрессия. Сначала у человека пропадает способность действовать. Потом пропадает вкус, радость жизни. Потом, и это, пожалуй, самое важное и тяжелое, пропадает доверие к любой новой возможности. И вот как это на практике происходит. У меня был такой пример, что человек, начинается рабочий день, а он продолжает откладывать и откладывать до последнего. Потом заставляет себя все-таки что-то сделать. Потом наступает тревога и вообще полный паралич действий. И потом ощущение, что все пропало. И он чувствует, что какой странный замкнутый круг. И в своих ожиданиях от сессии он даже написал: «Хочу вспомнить, зачем я вообще все это делаю». Он знает, что делать, и знал всегда. Он хочет семью, стабильный доход, возможность помогать близким. И все это головой понимает. Но на уровне контакта с собой 3 из 10. А скорость реализации всего 2 из 10. И ум работает, похоже, как калькулятор, который пытается приготовить яичницу. Он идеально может все просчитать, описать, но яичница от этого никак не приготовится. К нему приходят идеи, есть планы, понимание шагов, но конкретные действия каждый раз
на этом заканчивается. И каждый год в этой неспособности с этим что-то сделать человек все больше и больше застревает. Действие заблокировано тем, что вместо перехода к действиям начинается их анализ, обдумывание, взвешивание рисков. А что может произойти? А вдруг что-то станет хуже? А бывает и по-другому. Когда снаружи уже все хорошо, и деньги есть, работа, карьера, бизнес, даже хороший красивый город, практики духовные, разные медитации к этому. Но человек все о себе знает, может о себе рассказать хорошо. Он прошел терапию, разобрал весь свой опыт и построил хорошую жизнь, красивую. Можно позавидовать. Но он говорит, я не понимаю, что со мной происходит. Все есть, но мне это все не нравится. Мне в этом некомфортно, и это меня не радует. Как так? Это пример, который я рассказывал финансовый консультант. Ее перед встречей с клиентами, за которые она получает хорошие деньги, которые обеспечивают хороший образ жизни, ее тошнит. А встречи с подругами утомляют, ей тяжело с ними встречаться. И она ловит себя на мысли, о чем они вообще разговаривают. Мне это вообще все неинтересно. Все эти вещи, вечеринки, там, падалы, теннисы, все это мне перестало приносить удовольствие. Даже поездка на ретрит несколько дней спустя становится легче, а потом все возвращается. И человек продолжает поиски, устает даже от них. Устает от попыток что-то изменить, себя улучшить. И устает даже от своего желания научиться что-то хотеть. И такой путь потребления осознанности как некого продукта, который выстроен, приводит к тому, что твоя осознанность становится еще одной формой того же самого паралича в жизни, как и другие стороны. И это понимание подменяет проживание. На сессии она сказала, я поверила, что я недостаточно хороша. И годы понимания не дали ей того, что пришло, когда она просто тряпкой мыла мокрый пол. Что проблема ее не в том, что она отношения не может построить, а в том, что она к ним сама еще не готова. И есть третий возраст этой ловушки, третья ее форма. Когда не просто действие заблокировано, не просто нет радости от того, что ты можешь реализовать то, что тебе хочется и нравится. А это самая, пожалуй, тяжелая форма. Когда ты уже в новых возможностях, в новых действиях видишь старое, то, что ты уже пробовал, то, что ты уже знаешь, проходил. Помните про человека, у которого 22 года практик было? У него красный диплом, прикладная математика. Сделал свою команду, любил путешествовать даже. У него огромный послужной список, 22 года поисков. Но в анкете он написал, чего я хочу, я не знаю. А того, что я знаю, я уже не хочу. И когда на сессии мы пришли к конкретному шагу, который ему нужно сделать, он сразу же его отмел. Наверное, это будет то, что я уже раньше делал. И в этом не будет для меня ничего нового. Его знание, его понимание сработало как охранник у двери. Любой новый опыт, любая новая возможность не ощущается, а только подходит ко входу. А там уже говорят, да, мы тебя уже знаем, видели, уходи отсюда. И раньше, чем человек что-то по-новому успевает сделать, попробовать, сделать какое-то новое движение, возникает сразу же отторжение, обесценивание. И это закрывает вообще все возможности выбраться из этого замкнутого круга. И у него даже интересная метафора пришла, что его занятия магией были как фокусник, который берет у тебя миллион и показывает тебе трюк с кроликом. Только кролика он тебе показывает не настоящего, а миллион забирает у тебя настоящий. И он туда годами отдавал свою энергию, время, силы за обещание обретения некой настоящей силы. А получив на сессии состояние ясности, он на следующий день написал, я почему-то решил не делать практики, и через несколько дней он его потерял. 3 разные формы. Когда знание занимает место, которое принадлежит чему-то другому, блокирует что-то. Сначала знание дает тебе некое понимание, как будто тебе дает карту местности, открывает ее. Такой видишь, ух ты, вот как мир устроен на самом деле. Потом эта карта заменяет тебе движение по этой местности. Ты знаешь все про космос и устройство Вселенной, но элементарных вещей в жизни, как попросить больше денег на работе, ты не знаешь. Эти знания заменяют тебе реальную дорогу. Потом ты изучаешь эту карту и споришь про нее, исправляешь, покупаешь какие-то дополнительные к ней карты, новые схемы и карты, вместо того, чтобы отправиться, наконец, в путешествие в жизни.
А дверь, которую ты ищешь и все время искал, находится совсем рядом с тобой. И знание даже может довести тебя до этой двери. Но через эту дверь к новой жизни, к новой реальности, к новому состоянию внутри проводит тебя другая сила. И ее описывали и древние учения, и современная наука. И когда-то у нее было даже конкретное название, которое мы с вами забыли. Спросите себя, а достаточно ли у меня знаний? Вот прямо сейчас спросите. Ведь во всех историях, которые мы сегодня разбирали, было вполне достаточно их. Даже больше, чем нужно. И достаточно даже желания эти знания применить было. И даже многие целенаправленно работали над этим, хотели большего. Некоторые искали ответы не год, а 10 лет. У каждого между «понимаю» и «делаю» стояло что-то, для чего у нас нет даже точного определения слова или названия. Мы называем это мотивацией, дисциплиной, даже силой воли или упорством, или самоконтролем, как вам такое. Каждое из этих слов дает какое-то понимание, что-то описывает, как будто что-то настоящее. Но ни одно из них не дает возможность включить и сделать. Включить эту мотивацию, самоконтроль и силу воли. Они как будто обломки, остатки чего-то целого. Как осадок, который остался от древних, про который говорил плотник из притчи в начале видео. Давайте подумаем, а что мы вообще делаем последние 100 лет? Мы, как правило, работаем с двумя вещами. Мы качаем свой разум, получаем образование, информацию, проходим курсы, читаем книги, тренинги или дрессируем свои желания. Формируем привычки, развиваем дисциплину, отслеживаем, используем разные системы контроля, диета. У нас как будто две педали. Одна педаль – узнать, вторая – контролировать. А третья педаль, которая побуждает нас совершать работу и действия и переводит понимание сначала в действие, потом в настоящее знание и опыт, как будто пропала. Даже последний век у нас называется информационный. Эта третья педаль на самом деле никуда не исчезла. Она была описана давно, даже больше, наверное, 3000 лет назад. Причем описана даже лучше, чем то, что есть сейчас в разных идеях, учебниках и современной науке. Например, Платон использовал образ колесницы. Возничий на колеснице знает дорогу. Это наш разум. Один конь этой колесницы тянет вниз к удовольствиям, комфорту и безопасности. Черный конь. А второй конь тоже тянет колесницу. Он должен дать ей ход. Без него она просто будет стоять. И мы годами учим нашего возничего. Проходим с ним разные курсы, накапливаем знания. Пытаемся еще и ограничить черного коня, чтобы он не тянул нас куда-то вбок, влево. Либо даже не ограничиваем ему, либо нам уже наскучивают эти удовольствия и режим выживания и комфорта. Или в нас возникает сильный стыд или страх, так что этот черный конь никуда даже не может сдвинуться. Но наш белый конь стоит вообще голодный, хилый, забытый. И лучше всего это описано в «Одиссее». Есть сцена, когда Одиссей уже дома находится. Он прошел путь, 10 лет воевал, 10 лет скитался и находится рядом с тем, ради чего все это прошел. Лежит в собственном доме, наконец, и слышит, как служанки идут к женихам, которые разоряют его дом. У него рука поднимается, ярость возникает, он закипает и понимает, что одно движение неверное, и 20 лет потеряет смысл, он потеряет свободу. И он бьет себя в грудь и говорит: «Выдержи сердце, и ведь и более гнусное прежде ты выносил». Он обращается к этой силе как живому, настоящему существу внутри себя. Как некому союзнику, который может действовать, может сдерживаться, может слушать его разум. Разум говорит этому белому коню: подожди, еще не время. И конь его слушает. И мы с вами тоже ведь так делаем. Утром, когда звенит будильник и нужно встать, мы с собой договариваемся, чтобы встать. Или когда перед нами возникает сложный выбор, разговор, какое-то неприятное действие. Внутри нас все сопротивляется, мы себя заставляем: давай, соберись еще чуть-чуть. Мы обращаемся к какой-то части себя, которая может действительно нас куда-то поднять и сдвинуть. Я в своей практике постоянно это вижу. Этот момент, когда человек перестает что-то объяснять, что-то внутри меняется. Голос меняется, тело меняется, что-то в груди поднимается, тепло возникает. Он смеется или, например, плачет. Он впервые чувствует, что внутри есть взрослый, который может принимать решения. Но вместо этого их принимает ребенок.
У каждого это по-разному возникает, но это одно и то же место. Здесь, в груди. Там, где дыхание, ощущение тепла. Только мы забыли что-то. Мы больше не знаем, к чему и как именно мы обращаемся. Даже само слово, название для этого для нас потерялось. И вместе с этим словом потерялось понимание, что это отдельная часть нас, которую можно развивать, к которой можно обращаться, или же которую, как у большинства, можно забыть до полного истощения, что многие сделали. Меня удивило, когда я стал копать дальше, каждая большая цивилизация отдельная, по отдельности, автономно нащупала эту силу, сделав это независимо друг от друга, по-разному ее описала, по-разному назвала. Одно и то же ощущение. Ощущение в груди, дыхания, тепла, жара, огня, устремления. Что-то было связано с подъемом ощущения жизни внутри человека, подъемом энергии. И, например, суфии это тренировали, как мышцу развивали. Буддисты включали в основу своих практик. Даже в русском языке осталось выражение, которое напрямую это называет сила духа. И здесь тоже есть интересная деталь. У слова «дух» есть индоевропейский корень, что и греческое название для этой силы. Этот корень означает дым, пар, дыхание, то, что поднимается в груди. И мы до сих пор говорим: я загорелся идеей, горю ей, горю желанием. Дух поднялся, духоподъемно. В языке остались еще конструкции, описывающие то, что мы давно забыли и часто разучились использовать. А у этой силы было совершенно конкретное название. Гомер использовал его больше 700 раз. Платон выстроил на нем всю архитектуру описания души, а нам остались и достались обломки, осколки с отдельными названиями, вроде мотивации, дисциплины, упорства или силы воли. Это как если бы мы забыли слово «рука» и называли бы это хватание, удержание, удар. Вроде есть, что-то описывает, но как будто какую-то главную часть мы потеряли. И у этого важного слова есть целая история, которая объясняет, почему мы его потеряли. Почему огонь в нашей груди постепенно и угас, почему даже его начали считать чем-то опасным, называли гордыней, страстью, потом даже симптомами каких-то заболеваний. И было несколько шагов, я нашел 4, когда мы шаг за шагом были отрезаны от этой силы. И как это произошло, и почему это произошло, я разберу в следующем видео, оно того стоит. И есть еще одна важная вещь, которая меня не отпускает. У этой силы даже есть конкретный нейронный адрес. Конкретная область мозга, которая включается, когда человек начинает действовать вопреки своему страху, сомнению или сопротивлению. И у нее есть условия. Она работает только когда одновременно присутствует желание и этот страх. Без страха нету преодоления и возникновения этой силы. И я раньше помогал предпринимателям топом запускать свои проекты и бизнеса и заметил большую разницу. У каждого возникает страх, у каждого возникает это сопротивление. И есть те, кто может с собой договориться, и у них получается идти дальше. И те, кто не может. И что бы им ни говорили, какую бы готовую схему ни дали, ничего не получается. Эта сила рождается из конфликта, когда страшно, но ты все равно идешь и делаешь. У тебя сомнения, но ты все равно действуешь. Об этом тоже поговорим в следующем видео. И теперь точно последнее, точно важное. Можно ли вернуть эту силу через тело, действие, через первый шаг, который делается до того, как ты получишь разрешение от кого-то или даже от своей головы, от самого себя? Суфи считали, что это тренируется, буддисты тоже так считали, много кто считал. Даже нейронаука тоже так считает. Как именно это происходит? Про это расскажу подробно в следующем видео. Помните мастера на час из начала видео, который собирал мебель, чинил проводку, руками все умел, но в определенных ситуациях возникал ступор. Он даже написал: нет внутренней силы воли пойти, взять и сделать. Мы выяснили, что в 9 лет он выступал в музыкальной школе, играл на гитаре и сильно ошибся, убежал со сцены, спрятался в дальнем углу. И мама с преподавателем его долго искали. В 12 его выпороли, и он плакал от обиды, а даже не от боли, а от обиды. Получил таких 2 удара жизни. И возникла и закрепилась программа «Не высовываться». И с тех пор было заблокировано все, что требовало от него показать себя. Выйти на сцену, проявиться в отношениях, даже в собственном деле.
Программа, которая защищала его тогда, продолжала работать, отрабатывать. Когда мы это убрали и даже стали разбирать, какое его предназначение, у него появился образ и ощущение солнца. Проявляться, светить через голос, присутствие. То, от чего он бегал с 9 лет, уже давно, больше 40. И у того, что возвращает эту волю, у того, что возвращает эту возможность интуитивно почувствовать, что хочется, и сделать, есть название. Напишите в комментариях, кстати, что это за слово, как это называется. В следующем видео мы начнем именно с него. Что думаете, что чувствуете? Напишите тоже это в комментариях, напишите, поделитесь своими историями. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, поделитесь им с вашими друзьями и знакомыми. И нажмите кнопку «Подписаться». Это простой, легкий такой жест благодарности. Важный сигнал для меня, что стоит продолжать снимать эти видео. А еще больше интересного, полезного в описании под видео и в моем телеграм-канале. Увидимся.